Режим груз, выживание, The fog sets in. ивентовые режимы. С сегодняшнего дня их все можно будет вживую пощупать, посмотреть и даже в некоторые поиграть в нынешнем Паладинсе. В этом огромном ролике я расскажу о том, как у меня получилось поиграть на новых чемпионах, на старых картах. Расскажу о том, как удалось запустить старые карты с довольно интересными механиками. Как на карте обучения можно будет поиграть на других чемпионах, например на Горе или на Корвусе. Как можно будет поиграть на стрельбище с ботами. В этом ролике я запущу старые версии Paladins, и мы посмотрим на старые карты, записи киберспортивных матчей, китайскую озвучку. А ближе к концу ролика я объясню, зачем для этого всего понадобится консервация Paladins и при чем тут macOS. Приятного просмотра! При создании этого видео я убил огромное количество времени. Изучение этой темы, тестирование, анализ, написание сценария, структурирование, чтобы тебе было все понятно, запись. Только на подготовку в сумме ушло больше 2 месяцев. И подобных роликов на русском или английском ютубе я не встречал. И как на ютубе это обычно происходит? Вот выходит ролик, если он не понравился, то ему сразу ставят дизлайк. А если видео хорошее, то ну ок. И про лайки почему-то все забывают. Так что не забудьте оценить проделанную работу, мне будет очень приятно. Ладно, погнали. Это видео будет разделено на 2 большие части. Первая будет посвящена онлайн-паладинсу и запуску старых карт, режимов. В общем, все, что можно будет сделать в нынешнем Паладинсе. Вторая будет о том, как запустить старые версии Paladins. Но там есть свои ограничения. И в конце я расскажу, как у меня получилось запустить самые ранние, самые первые версии палов, которые доступны. Но об этом ближе к концу видео. Думаю, ни для кого не секрет, что в Paladins есть системные команды. Они лежат в открытом доступе на Википедии. Половина из них работает, половина нет. И нам как раз понадобятся те, которые не работают. Их вроде бы отключили с 8 августа 2019 года. Еще когда я делал видео о режиме наблюдателя, в старом Paladins, я пытался вводить эти команды, но все было безуспешно. Пытаясь хотя бы хоть немного улучшить графику, я стал изучать конфиги и заметил интересную закономерность. Есть файл default input, и в нем прописаны команды, которые по дефолту выполняют клавиши. Пролистав чуть ниже, я нашел зону с клавишами F1, F2, F3, и так далее. Как вы знаете, клавиша F9 по дефолту отвечает за включение информации о FPS, пинге, и за это действие по ходу отвечает вот эта команда. Возможно, если я ее пропишу в Paladins, то она сработает. И нет, она не работает. Но на Википедии эта команда же есть, и она прописана для этой клавиши, и в игре работает. Это значит, что через клавиши работают неработающие команды. Далее в видео я не буду подробно на этом останавливаться, потому что эта тема спорная и точно неизвестна. Можно менять конфиги или нельзя, вроде бы их все меняют и всем пофиг. Я решил проверить это все, попробовав посмотреть логи. Для этого есть команда show logs. Буду использовать клавишу F5. Захожу на стрельбище и ничего не работает. Долго я пытался заставить работать эти команды, но безрезультатно, пока в один прекрасный момент я нажал не вернуться в лобби, а выйти из игры выход. И в этот момент я случайно нажал на F5. К моему удивлению, это сработало. Тогда я сразу решил протестировать команду Switch Level. Судя из описания, эта команда запускает карту. То есть, нужно прописать команду и название файла карты. На вики в самом низу указано стрельбище, и, наверное, название файла стрельбища уж точно не поменялось. Кстати, нетрудно заметить, что из списка карт все оканчиваются на нижнее подчеркивание P. Перехожу в папку с Paladins, Choose Game, и тут как раз находится файл стрельбища. По идее, в этой директории также должны лежать другие карты. Нашел вот какую-то SG, Bright Marsh, P. Назначаю на клавишу, запускаю стрельбище, выхожу, прожимаю клавишу и запускается карта.
Вау, как же это круто! Как я долго об этом мечтал! Побегать в одного, чтобы тебе никто не мешал. Так, например, можно тестировать карты, проверять их на баги. Вау! Имени у чемпиона может и не быть, потому что я вышел из сети. Эту методику я называю онлайн-оффлайн режимом, потому что для начала нужно войти в лобби, а после из него выйти. Изучая логи, я заметил интересную особенность. Когда запускается карта, у нее дополнительно прописываются параметры запуска, и среди них есть параметр Game, который отвечает за режим. Информация об этом всем также есть в официальной документации по Unreal Engine 3. В моем случае матч запустился в режиме стрельбища, и точно такое же название присутствует в файле Default Game, и в нем прописаны все режимы, в том числе неиспользуемые. Их тут достаточно много: груз, осада, ранкет, ТДМ, стрельбище, обучение, выживание, а также неиспользуемые режимы. Например, конец времен, вознесение штурм — это пика вознесения, рай и ад, то есть восстание фурии, флагбол — это режим с шариком, режим Хэллоуин 2017. Наверное, разработчики планировали выпустить его к октябрю 17-го, но этот режим так и не использовали. В конце остались режимы прототипы, в которых ничего особенного нету. Это обычно осады с измененным количеством кредитов. Также есть режим Джефф прототип. По факту это обычная осада, но нужно набрать всего 3 очка. Время вначале сокращено. Также добавлен непонятный счетчик. При захвате точки он увеличивается. При появлении груза тоже. А при сопровождении ничего не начисляется. Странный режим, но довольно быстрый. В запуске режимов есть свои ограничения. Если запустить карту, предназначенную, например, для осады, в режиме, например, выживания, то тумана не будет, потому что карта не предназначена для этого. Но если запустить стрельбище в режиме, например, осады, по идее должен заспавниться груз, но его не будет, а вся синяя команда заспавнится на маунтах, то есть я и Фернандо. Его даже можно сдвинуть, но не более. Долгим методом перебора, проб и ошибок удалось найти рабочие версии карт из старых версий Paladins. В основном это тестовые карты, но среди них есть довольно интересные. Также очень-очень сильно повезло, что удалось найти обычные рабочие карты. Можно спокойно запустить водопад Ягуара до реворка. Вот вам небольшой пруф. Я бегаю на Вату, Рей, спокойно по этой карте, хотя они вышли после реворка. Пока я дописывал сценарий, уже вышло обновление Сади, поэтому вот и она. Heads or tails? На этой карте присутствуют проблемы. За место поинтов просто черные круги. Heads or tails? А также на пейлоуде отсутствуют текстуры. Каменная крепость. Также можно запустить старую ледяную часовню, например, с ботами. Для этого запускаем кастомку с ботами. Ждем, пока загрузится матч. Далее делаем то же самое, что и на стрельбище. Выходим и прожимаем клавишу. По итогу у нас запускается матч с ботами.
Я удивился. Странно, почему они работают на другой карте? Возможно, они обрабатываются локальным компьютером. Я решил это проверить сразу, наглядно, просто отключив интернет. Но боты не остановились, матч не завис и все продолжило работать. Тогда я решил прожать F6, чтобы запустилась другая карта. All of us through it. И боты продолжили работать, при условии, что интернет-то отключен. The battle is about to begin. Это тоже классно. Ближе к концу ролика я объясню, а зачем для этого всего нам понадобится виртуальная машина и консервация Paladins. Еще можно запустить архивы магистрата. Эту карту обновили почти год назад, но на ней можно поиграть. Вот вам Вату, Егорат, Корвус, Сати. Но самая главная особенность этой карты заключается в том, что в начале матча по дефолту разговаривает диктор-мужчина. Но фразу «появилась Five, точка» four, говорит женщина. 3, 2, 1. Capture point has spawned. Женщина. Ее удалили еще с бородатых времен. Она была в палах в 15-16 годах. Capture point has spawned. An enemy siege engine has arrived. Your life. Но что она делает тут? Было так неожиданно услышать ее. Я аж прифигел. Capture point has spawned. Теперь для кого-то наступит самый долгожданный момент. Point has spawned. Удалось запустить режим выживания. Опять же, методом перебора, проб и ошибок получилось найти карту «Первобытный двор», на которой запускается этот режим. Предлагаю вам поностальгировать и посмотреть небольшой отрывок геймплея. The fog sets in. Все-таки этот режим выглядит классно. Особенно на максимальных настройках графики. Ну, который позволяет выставить игра. Я сделал несколько довольно красивых скриншотов. Еще удалось услышать озвучку других комментаторов. Скоро сгустится туман. The fog sets in. Point has Из основных отличий в этом режиме изменена музыка, надписи и нету текстур у некоторых объектов. А если дождаться конца матча, то можно услышать ту самую мелодию. victory. is written by the victors. And I too. Ее можно было услышать, когда еще были моменты после матча. В принципе, она и сейчас есть, но она играет всего пару секунд. А тут прям расширенная версия.
Также из режимов можно запустить конец времен. Например, на этой же карте. Все механики работают. The tear is relocating. Gravity is just a word we choose to ignore. Невесомость. Ускорение. Speed is relative, and here relativity is fluid. Быстрый заряд ультимейта. Release your ultimate power. Behold the power of the abyss. Ускоренный откат способностей. Hold slow when time runs fast. Озвучка Атласа тоже работает. Боты также работают. Получилось запустить осаду Пику Вознесения, но без метеоритов. Как бы они есть, но текстурок нету. По идее, эта карта должна выглядеть вот как-то так. Также метеориты довольно сильно дамажат, и они даже могут убить. Удалось чудом запустить старую лесопилку с кустами. В общем и целом, это та же самая карта, которую мы знаем, но на ней дополнительно раскиданы кусты. У кустов есть собственный звук. Если сразу со спавна доскакать на маунте до кустов и зайти в них, то на чемпиона применяется эффект невидимости. А вот так в кустах выглядят новые чемпионы. Классно выглядит Вора, Фурия, Корвус, Атлас, Раум, Октавия, Вату. Тестовые карты. Их было достаточно много, но я отобрал самые интересные. Среди всех карт была всего лишь одна с режимом груз. Называется Forward. И как же опять повезло, что она заработала. Two. Okay, how old One. is this thing? Escort. Груз на ней спавнится, все механики работают. Надписи тоже есть. Наконец-то! Наконец-то удалось запустить режим груз! Сколько лет прошло! И вот, он тут, рабочий! Вау! Без текстур, да и пофиг. Главное, что работает. Heads or tails? Если довести груз до конца, то появится тот самый экран из 16-17 года о том, что первый раунд завершен. Higher price, higher quality. 4, 3, 2, 1. Сама по себе карта напоминает какой-то город. Есть ворота, арки. Похоже на какой-то въезд в замок. В общем, мне кажется, это либо продолжение локации замка Перекрестных Ветров, ну, теоретически все возможно. На практике ничего не известно. Вот небольшой отрывок геймплея. 1.
Stop the Только payload. боты не двигаются. Они могут перемещаться только с помощью обилок. Let's go. That worked. You must be this far to die. Always blood. remember your first. 15 seconds remaining. Killing Really? spree. This should have 10, been harder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Victory. Hola! Two, one. Следующая карта — Токсик. Ее обзор я раньше видел у кого-то на ютубе. Она очень напоминает локацию из Замка Перекрестных Ветров. Если вы не знаете, что это за локация, то рекомендую глянуть видео о старом Паладинс. Самое интересное находится по центру карты. Это выдвигающийся то ли колодец, то ли люк, то ли решетка. Она открывается с характерным звуком. Дополнительно при монтаже я никакие звуки не добавлял. В игре действительно есть такие звуки. Необычно. На этой карте боты тоже работают. Victory. После Токсик идет карта, которую, наверное, каждый видел, но не сразу узнает. Это Обитель Мастера. Я ее тоже не сразу узнал. Есть рабочий лифт, и его звук подозрительно похож на звуки с карты Токсик. Тестовая и нынешняя карта очень похожи. Также есть карта Порт. И она мне прям понравилась. Даже без текстур она выглядит неплохо. Вот тут находятся лодки. Тут, скорее всего, сломанные доски. В общем, наверное, эта карта планировалась к пиратскому Battle Pass'у. И именно вот эту карту мне бы хотелось увидеть в игре. Также хотелось бы в игре увидеть карту Кроссинг. Это типа замок, гроб по центру карты, возможно, вампиры. Раньше эта карта была немного другой и называлась Dark Crossing. Раньше эта карта была прям как какой-то замок. А сейчас она стала более простой, что ли. Но они выглядят тоже неплохо. Карта Ангар 18 тоже классная. Я ее даже помню, как я на ней играл.
Из тестовых карт, которые релизнулись, это Каменоломня, Базар, Архива Магистрата, и Мангровые болота. Кстати, если через клавишу запустить стрельбище, то произойдет баг с эмоциями Виктора, и можно будет использовать их на любом чемпионе. По-моему, в 2017 году был точно такой же баг, но его пофиксили. Самыми забавными мне показались Пип, Тибериус, Кога, Кстати, я потом уже после написания сценария узнал, что это работает на любом чемпионе. Например, эмоция мастерства Фернандо на Барике. Это прекрасно. Или на Гроке. По-моему, это идеально. Также удалось запустить стрельбище с ботами. В принципе, ничего необычного, но с ними как-то повеселее. Еще получилось запустить обучение на воре и походить по карте. И с этой карты забыли убрать много деталей. Например, тут есть рабочие кусты. А тут стоит камень прямо в лестнице. А вот в этом месте раньше был проход, еще со времен аванпоста. Коллизии остались. Лестница, комната. А потом он был на карте «Зачарованный лес».
Это место поменяли, и была добавлена вот эта комната. И теперь эта часть карты тут. А вот так этот проход выглядел, когда еще был аванпост. Здесь тоже остался проход. Пройти дальше никуда нельзя. Камень опять расположен на лестнице. А вот так выглядит водяная мельница вблизи. Также можно запустить обучение на корпусе в режиме груз. Ведь раньше эта карта была по факту частью аванпоста. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Must wait. Go! Behold the power of the abyss! You cannot touch me! Сама по себе моделька пейлоуда не поменялась, и его можно почти довести до конца. Груз двигается очень медленно, но довести до конца его так и не получилось, он просто стоит на месте и ничего не происходит. Gone! Behold the power of the abyss! После этого произойдет смена сторон. И так как это произошло, спавн будет считать меня за противника и будет убивать. И под конец можно будет словить поражение на обучении. 3, 2, 1. Defeat. Камера будет пролетать в том месте, где раньше был центр. 1. Defeat. Еще можно полетать в режиме наблюдателя, хоть на обучении, хоть на стрельбище, благодаря командам DemaRec, DemaStop и DemaPlay. Они точно так же лежат в открытом доступе, работают только через клавиши. Еще, на любой карте, запущенной в офлайн режиме, будет работать вид от третьего лица. Это достаточно прикольно. На новых чемпионах этот режим работает не очень, потому что возможность переключения к виду от третьего лица уже давно отключили. Но вот на старых чемпионах, например Виктор, все работает идеально. Также это единственная возможность поиграть с ботами вживую, при этом с видом от третьего лица, потому что возможность переключения к виду от третьего лица удалили уже давно. Так что если кто-то хочет поностальгировать, это единственная возможность поиграть вживую с видом от третьего лица. В онлайне ни одна из этих команд не работает. Просто ничего не происходит. Так что можно поиграть на старых картах только в соло или с ботами. Запуск старого Paladins. Для того, чтобы запустить старые патчи, для начала нужно их скачать. Раньше можно было их скачивать напрямую через Steam, но теперь эту возможность отключили, и остался на данный момент единственный рабочий способ. Для этого переходим на GitHub и скачиваем специальную программу. Лично у меня версия 2.3.6.
Также устанавливаем ядро. И где-то в интернете я видел графический интерфейс для этой программы, но не знаю, куда он делся, поэтому придется пользоваться консолью. Создаем текстовый файл и после следуем инструкции из GitHub. Далее переходим на сайт steamdb.info. Он сыграет немаловажную роль в запуске старого Paladins. Важно, чтобы на вашем аккаунте была открыта торговая площадка, но мне кажется, что она сейчас почти у всех открыта. Далее прописываем ID приложения, которое хотим скачать. В моем случае Paladins. После прописываем, какую версию мы хотим скачать, под Mac или под Windows. После выбираем нужный манифест. Нужную версию мы сможем определить по Википедии и дате. Самая ранняя версия, которая доступна, это сентябрь 2016 года. И последнее, что можно прописать, это путь, по которому будет сохранен патч. Главное, чтобы в нем не было ни пробелов, ни кириллицы. Скачиваем. Я долго пытался запустить палы, но ничего не помогало. Тогда я решил перейти на сайт с игрой и посмотреть, какие параметры запуска использует Steam при первом старте. Попробовал параметры для запуска 32-битной, 64-битной версии, но ничего не работало. Отчаявшись, я решил попробовать запустить игру с параметрами от Mac. Ну, вдруг сработает. И к удивлению, это сработало. Но запустить Paladins ниже 2018 года не получилось. Они просто не запускаются. Самый первый патч, который можно запустить, это 67-й, то есть открытая бета. Небольшой спойлер. Все-таки удалось запустить самый первый доступный патч. С танцами, с бубнами, но об этом все я расскажу ближе к концу ролика. Ну, запустили мы старый. Относительно старый Paladins, но как бы уже 3 года прошло, но подумаешь, 3 года. И что дальше? Сервера-то не работают для этой версии, но все тем же способом через клавиши при загрузке удалось запустить стрельбище. А на стрельбище выявилась довольно неприятная проблема. Игра считает меня за неавторизированного игрока, поэтому меня убивает зона как бота, и поэтому недоступен ни закуп, ни выбор чемпионов. Долго я провозился с этой проблемой, и опять ничего не помогало. А потом я вспомнил, что когда я еще делал видео о демках, то нашел от хайрезов официальные записи киберспортивных матчей. Но киберспорт закрылся, сайт закрыли, и как же повезло, что получилось найти ссылку на эти демки в кэше Гугла. Но сейчас Google удалил кэш того сайта, но ссылка также есть в видео о демках на канале Paladins Pro. Так что это еще одна галочка в копилочку «Очень-очень повезло». И фортуна снова мне улыбнулась, потому что они были записаны для 70-го патча. Когда я делал видео о демках, тогда еще был патч Корвуса. Я пытался воспроизвести их, но, разумеется, ничего не работало, потому что версии отличались. И я думал, вот, было бы классно запустить их. И теперь такая возможность есть. Спустя 3 года их можно посмотреть прямо тут. Довольно неплохо. Конечно, это не 16-й, не 17-й год, но все равно классно. Не зря я забэкапил демку из патча Корвуса. Мне казалось, что все-таки когда-нибудь ее можно будет воспроизвести. И да, она работает. Вы можете скачать патч Корвуса, скачать ее, и она заработает. Все-таки придется куда-нибудь забэкапить эти файлы.
И я, наверное, оставлю ссылку на них где-нибудь в описании. Потому что я знаю разрабов. Вот выпустил я видео о старом Paladins. Показал там старую трансляцию с городом. И как же удивительно, что через некоторое время все старые трансляции, которые там лежали 4-5 лет, удалили. Возможно, это совпадение, но после этого всего я все бэкаплю и сохраняю. Посмотрим, удалят ли файлы с диска, удалят ли видео о демках. Мне вот интересно, совпадение это или нет? Так вот, причем тут демки? Все эти старые демки, походу, были записаны через специальную версию Paladins. И если после них сразу же запустить стрельбище, то зона перестанет дамажить, можно будет спокойно выбрать любого чемпиона и посмотреть его. Если попытаться запустить любую карту, на которой есть спавн, чтобы поиграть, то спавн карты не будет тебя выпускать, в любом случае, и побороть эту проблему у меня не получилось. Зато есть карты, на которых нет спавна. Например, торговый район, Prepare for battle. архивы магистрата, в разных патчах почему-то активируются чемпионы, которые не должны быть в них. Как бы они были, но только на этапе разработки, и почему-то они есть в списке выбора. Has drawn first blood. Вот, например, Дредж. И он выглядит точно так же, как и в видео Датамайна, потому что Дредж на тот момент был на этапе разработки. И почему-то он активировался, и его можно спокойно пикнуть. Now. Можно запустить ивентовые режимы. Восстание Фурии. Это же тот самый режим. Какая ностальгия. Я же ведь в него когда-то играл. Когда ты смотришь геймплей, это одно, а когда играешь вживую, это совершенно другие ощущения.
Все работает. Платформы перемещаются, ультимейт заряжается, бездна поднимается. Кристалл на вершине карты разрушить нельзя, потому что дамаг не регистрируется. Но через некоторое время меня закинуло на карту. И тут, в отличие от нынешней версии трона, сидит лорд бездны. 15 seconds remaining. Конец времен. Tear in reality has appeared, distorting everything around it. Once again, the paladins and magistrate have come to fight for powers they don't understand. But who will emerge victorious? Тут опять же все механики работают. Но поинт захватить, конечно же, нельзя. Можно только посмотреть со стороны. Relativity is fluid. Комментатор Атлас. Ультимейт заряжается. Release your ultimate power. Невесомость появляется. Choose to ignore. Скорость ускоряется. The tear is relocating. Speed is relative, and here relativity is fluid. Откат способности сокращается. Runs fast. Раньше цветокор карты был другим, и лично мне он больше нравится. Кстати, порталы или разломы вблизи выглядят вот так. Арена драконов. Ее получилось посмотреть только в режиме наблюдателя, потому что не пускает спавн. Шарик спавнится, дракон наблюдает. Карта в принципе красивая. Точно так же и с ивентом «Темные воды». Спавн не выпускает. Кстати, под картой за место боссов походу спавнятся 2 Макоа.
Я вот недавно играл как раз на порте мародеров и заметил, что в этом углу по кому-то проходит дамаг, но не понимал, кто там может находиться. А они там, кстати, до сих пор находятся. А звуки карты довольно неплохие. Не знаю, почему их сейчас убрали. Лобби-карта. В Палах есть специальная лобби-карта. Раньше она выглядела совершенно по-другому, но если при загрузке успеть записать демку, то можно будет взглянуть на эту карту. Тут есть загрузочный экран, лобби, комната с сундуками, экран после матча, фон с БП, кстати, вот так раньше выглядел магазин. Тут стояли различные бутылочки, арбалет Кэсси, мешок с деньгами, необычные стрелы, карточки Sky. Вот еще одна. Перчатки. Возможно, их потом переместили в Рейм Рояль. Либо это перчатки Кэсси. Шляпа Кэсси. Костюм Тайры. Зеркало Инь. Шпаги. Ну, у Октавии шпага сейчас другая. Печка. Записка. За углом этой комнаты ничего нет. Комната кастомизации матча со стороны выглядит вот так. А вот так это выглядит от лица чемпионов. А вот так в патче с Атласом выглядит комната кастомизации. Сейчас за место фона используют обычные изображения, скорее всего из оптимизации, но раньше подгружались полноценные карты. Например, 67-й патч. Это ранняя карта Пик Вознесения. Как вы видите, это совершенно другая в плане цветокора карта. Все заросло мхом. Также этот концепт больше похож на старую Пик Вознесения, нежели на новую. Карта выполнена в приятных теплых тонах. Мне нравится.
Тут даже подгружена вода в колодце. А лично я не помню такой карты, но оказывается она есть. Вот еще одна карта Пик Вознесения. Более темная и с БП. Она более оптимизирована, без лишних деталей. И на ней отсутствует часть карты. А вы помните карту 70-го патча? И всего она находится рядом с торговым районом. Возможно, это уже почти готовая карта есть у разработчиков, и возможно, они когда-нибудь ее выпустят. Так вот, теперь на ней можно полетать, посмотреть ее, более подробно поразглядывать. Тут находятся журавли. Тут колокола. А тут есть большая дверь. Вот так выглядит ее кубическая карта. Она более расширена, в плане деталей. Но качество изображения не очень. Я попытался улучшить качество как мог, зато можно разглядеть, что эта карта была куда больше. Сравнение карт. Как я ранее говорил, самый первый рабочий патч 67-й, и в нем как раз есть старые неизмененные карты. Начнем с лесопилки. Вообще, на всех картах, в том числе и на ней, разбросано большое количество деталей. В основном они повторяются. Это провизия, оружие, припасы, карты. На них изображены мангровые болота. Также по всей карте разбросаны плакаты с лозунгами либо магистрата, либо сопротивления. В этой версии лесопилки доступна эта комната. Теперь наконец-то ее можно детально рассмотреть. Тут есть печка, постер, решетка, ведущая в речной канал. Со стороны здание выглядит вот так. На другой стороне карты точно такая же комната, но внутри находится небольшая пасхалка в виде деревянного человечка. По всей карте раскиданы дрова, инструменты. Все указывает на то, что это лесопилка. Вот эти окна висят еще, по-моему, со времен аванпоста. Стенок на крышах зданий нет. Также на этой карте есть удаленные комнаты. Они полны деталей. Столы, полки, стулья, свечи. Все на месте. Кстати, со свечами я угадал. И свечка, которая стояла на столе.
Заметьте, как много разбросано деталей, и все это работает нормально, стабильно, без лагов. Сейчас все эти детали удалены, но при этом у некоторых раньше паладин сработал стабильно, а в нынешних патчах игра лагает. Не знаю, что там накрутили разработчики, но деталей меньше, а лагов больше. Ледяные шахты. На данный момент это довольно старая карта. Она давно не менялась, но раньше она выглядела по-другому. На спавне опять много деталей. Еда, оружие, щиты. А вот так выглядит сама карта. Картинка хоть и насыщенная, но создается ощущение мороза, холода. Не то что сейчас. Вот тут отсутствует подъем. А в этой комнате есть детали. Забор, лестница. Снова постер. Также есть кусты. Везде развешаны лампочки. Это добавляет атмосферы. А в этом углу есть кусты. Сам по себе угол неплохо детализирован. В этом здании комната тоже неплохо детализирована. А ворота другие, потому что раньше они не умели открываться. А вот тут кубы льда расставлены по-другому. Также на этой карте есть тот самый лифт. А вот тут разработчики накосячили, лыжи расположены неправильно. А вот тут правильно. Сравнивая старую и новую ледяные шахты, мне больше по душе старая. Она более ламповая, что ли. Ледяная часовня. Она выполнена примерно в том же стиле, что и ледяная шахта. Опять же, везде раскиданы мелкие детали. Есть проблемы с освещением и цветокоррекцией. Тут отсутствуют подъемы. На карте разбросаны фонарики, кусты. А вот эти комнаты сделаны классно. Внутри здания в теплых тонах, а улица в холодных.
Есть лишнее дерево, которое удалили. Есть краны-подъемники, которые тоже удалили. Снежный перекресток. На нем из основных отличий удалена вся растительность, деревья. Активнее светятся окна. Есть трубы с дымом. И, соответственно, источник дыма — сушилка трав. Торговый район. Здесь ничего интересного нет. Опять раскидано оружие, карты. Кстати, они ничем не отличаются. Взято одно и то же изображение для всех карт. Старый остров лягушек. Больше всего мне хотелось посмотреть на уменьшенные копии Змеиного пляжа и водопада Ягуара. Но все закрыто невидимыми стенами, и вылететь за пределы карты мне не удалось. Вот умели же раньше делать карты, фиг вылетишь. А сейчас просто на раз-два. Первобытный двор. На нем тоже убрали большую часть растительности. И я немного даже расстроился. Изначально, по идее, эта карта планировалась как что-то вроде джунглей, затерянного храма, а по итогу сейчас это все удалили. Я даже не заметил, когда это произошло, но сравнивая карты, различия хорошо заметны. Китайская озвучка. Если вы помните, то раньше была китайская версия Paladins со своим переводом, ну и всем прочим. Ее удалось запустить, прописав в параметрах запуска Minso Language Chain. Ну типа сокращение China, Chain. Предлагаю вам послушать китайскую озвучку.
不会死，放心，我的朋友。别打脸！下地狱吧！ Paladins на Mac. А помните, раньше была версия Paladins для Mac. Так вот, ее поддержку завершили в 2020 году. Из-за того, что новая macOS перестала поддерживать 32-битный код. Я пробовал запустить старые патчи 2016 года, и они работают, но частично. В отличие от винды, на которой они вообще в принципе не запускаются. Самое главное, что Paladin запускается, но я использовал виртуальную машину, а на ней macOS поддерживает максимум 128 мегабайт видеопамяти. И это никак не пофиксить. Вот такая вот особенность. Поэтому запустить палы именно на виртуальной машине с macOS никак не получится. Но к удивлению, у Пекан Лорда был Mac, как раз на последней версии macOS Mojave, которая еще поддерживала 32-битные приложения. Спустя 1,5 часа танца с бубнами удалось запустить лесопилку. Также удалось запустить Морозную крепость, Скрытый храм, Аванпост. Но разумеется, не без проблем. В палах я уже такое видел. Если в режиме наблюдателя отлететь очень далеко от карты, то объекты начнут пропадать. Это сделано специально для экономии ресурсов ПК. Но на Маке с этим немного переборщили, и объекты появляются только вблизи. Но, скорее всего, это можно будет пофиксить. То есть, по итогу можно запустить старые палы с сентября 2016 года, когда еще была закрытая бета. А в 2016 году были карты груза, то есть Аванпост, Скрытый храм, Морозная пещера. Была карта Зачарованный лес, которая сейчас переделанная карта обучения. Было другое стрельбище, были совершенно другие карты. Но, к сожалению, в самом раннем доступном патче Баку поменяли оружие. В интернете совсем нету информации о Паладинсе и Маке, есть только пару роликов на ютубе, и все. Ну, разумеется, потому что в первую очередь Mac нужен для работы, а не для игр. Через несколько дней мне удалось установить macOS на мой ПК, и палы работают стабильно. В общем, эта тема очень огромная, и видео получилось бы на часа 2, не меньше. Поэтому я обязательно выпущу видео по Паладинсу с Мака, если, конечно, все получится и наберется достаточное количество материала. Следующий ролик должен получиться не менее насыщенным и интересным. Ну, я надеюсь. Консервация Paladins. По факту, сейчас в офлайн версии Paladins можно сделать то же самое, что и на сохраненной виртуальной машине. Посмотреть карты, чемпионов. Тогда зачем для этого всего консервация Paladins? В офлайн версии Paladins присутствуют свои ограничения. Нельзя выйти со спавна и прочее. Но можно законсервировать авторизированный аккаунт с ботами, например, на стрельбище. Тогда можно будет спокойно побегать на всех картах, поиграть с ботами хоть через 5, 10 или 30 лет. Это ли не классно? То есть, с одной стороны отпадает нужда в консервации Paladins, а с другой, без нее никак. 5, 4, 3. Также можно сделать несколько копий виртуальной машины с разными ботами. Much better. В общем, дозаписывал я этот момент уже после всего, что вот снял видео. Недавно вот узнал то, что, оказывается, хотят отключить вот этот вот загрузчик, возможность вообще скачивания старых патчей из Steam. Я запаниковал уже, как бы эта история. Лично для меня это очень важно. Добавил себе в личную коллекцию очень много версий Мака. До версии Paladins Battlegrounds почти все патчи. Вот. Дальше под винду решил тоже скачать почти все патчи, ну, которые самые значимые, с режимами, вот, патч с Корвусом. Благо дело, я заранее это все предусмотрел и купил себе жесткий диск на 2 терабайта специально под данную вот тематику. В общем, я еще забэкапил патчи для Рейн Рояля. Все-таки Рейн Рояль закрывают, и как бы для меня игра это тоже очень важная, поэтому я тоже ее решил забэкапить.
Вот, она, кстати, нормально работает, стабильно. Вот, там можно в соло побегать на карте. Я об этом сделаю отдельное видео. В общем, новости не из приятных. Я просто перелазил весь интернет, обсмотрел все источники, залезал на китайские сайты, китайские поисковики, смотрел вообще по всему интернету, на файлообменниках, везде. Прошерстил весь интернет и не нашел нигде возможности скачать старые патчи. На каком-то китайском сайте есть возможность скачать патч 2016 года со Steam, и все. А так, по факту, сейчас можно скачать старые патчи только через Steam, и эту функцию хотят отключить. Поэтому я достаточно взволнован. По факту-то скачать старые патчи паладинцы неоткуда, кроме как из Steam. И сейчас это хотят отключить. Поэтому я решил все-таки сохранить историю паладинца, рейм-рояля, лично для себя, вот таким вот способом. Честно, я даже расстроился. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Подведем итоги. Получилось запустить почти все режимы. Груз, выживание, ивентовые режимы. Но только запустить. Поиграть получилось не на всех. Удалось в соло запустить обычные карты. Старые тестовые карты, в том числе с ботами. И с необычными механиками. Старую лесопилку с кустами. И все это в нынешнем паладинсе. Опять же, удалось посмотреть на режим груз. Получилось поиграть на карте обучения на других чемпионах. Вора или Корвус. А в игре до сих пор можно посмотреть на баг с эмоциями Виктора, Фернандо и любых других чемпионов. На картах можно поиграть в режимы, которые для них не предназначены. В старом паладинсе получилось посмотреть на старые карты, сравнить их с новыми. На некоторых даже можно поиграть. Получилось вживую запустить ивентовые режимы. Удалось заглянуть за карту лобби. Получилось увидеть почти все виды карты Пик Вознесения. Карту 70-го патча. Можно посмотреть на старые демки киберспорта. Удалось услышать китайскую озвучку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить CF Твиттеру, надеюсь, правильно прочитал, Мастер МРЛ, Егору Федотову, Крису и Пекан Лорду. Они очень помогли при создании данного ролика. Без них его бы могло и не быть. И самое главное, спасибо большое разработчикам, что оставили такую возможность поиграть в старые режимы, старые карты. Напоследок, я вас попрошу максимально поддержать это видео лайком. Поделитесь роликом с другом, тиммейтом, а то YouTube в последнее время стал все реже продвигать ролики. Так что я буду очень признателен вашей активности. Надеюсь, вы оцените проделанную работу. Ну, ладно. Спасибо всем. До скорого.